Мы все умиляемся забавными и неуклюжими пандами. Но что мы знаем об этих животных, которых можно назвать одними из самых очаровательных на планете? На протяжении долгого времени ученые не могли понять, что это за животное. Его причисляли то к медведям, то к енотам, то выделяли для него отдельное семейство. Довольно долго воспринимали как гигантского енота, но потом было доказано, что большая панда является представителем семейства медвежьих. А вот эволюция большой панды до сих пор вызывает массу споров. Было найдено несколько окаменелостей ее родственников, существовавших на Земле еще 8 миллионов лет назад. Большая панда делится на два подвида. Один из них имеет классический черно-белый окрас. Другой подвид, так называемая коричневая панда, имеет меньшие размеры. Большая панда имеет много названий. Это и тибетский горный медведь, и бамбуковый медведь, и гигантская панда. Слово «панда» имеет неопределенное происхождение. В переводе с китайского оно означает «медведь-кошка», потому что их глаза похожи на кошачьи. Вместо круглых зрачков, как у других медведей, у большой панды узкие вертикальные зрачки. Эта адаптация позволяет им иметь хорошее ночное зрение. В дикой природе большие панды встречаются только в отдаленных горных районах центрального Китая. Здесь они живут во влажных и прохладных лесах. Многих интересует вопрос, почему панда черно-белая. Оказывается, такая отчетливая окраска выполняет две функции. Первая – это камуфляж. Черный мех сливается со стволами деревьев и землей, а белый мех сочетается со снегом. Вторая – это общение. Черные уши могут сигнализировать хищникам об агрессии. А темные пятна вокруг глаз у каждой панды индивидуальные, поэтому считается, что они помогают узнавать других панд. Их любимая еда – бамбук. Но бамбук содержит относительно мало питательных веществ, поэтому панды должны есть от 12 до 38 килограммов бамбука каждый день для удовлетворения своих энергетических потребностей. Поскольку панды так много едят, они, безусловно, много ходят в туалет, в среднем до 40 раз в день. У этих любителей бамбука есть уникальные особенности, которые помогают им удерживать, раздавливать и есть растения. Первое – это широкие плоские коренные зубы. Второе – это пухлые щечки, которые делают больших панд такими очаровательными. Но на самом деле это мощные мышцы, которые позволяют пережевывать даже самые крепкие стебли бамбука. Наконец, у панд имеется так называемый псевдобольшой палец. Хотя это не палец, а особая кость, которая помогает удерживать бамбук во время еды. Панды перешли на растительную пищу всего 20 тысяч лет назад, поэтому у них нет длинного кишечника, как у большинства травоядных. У них пищеварительная система хищника с простым желудком и коротким кишечником. Извлекать хоть какие-то питательные вещества из бамбука помогают особые кишечные бактерии. В отличие от других медведей, большие панды не накапливают жир и поэтому не впадают в спячку. Но зато могут делать норы в больших полых бревнах или старых пнях. Мы всегда видим панд, которые отдыхают или едят. Но на самом деле они не такие уж и малоподвижные. Они очень хорошо плавают и отлично лазают по деревьям. Большие панды рождаются розовыми, почти безволосыми и слепыми. При рождении они очень маленькие, размером с банан, и весят от 100 до 140 граммов. Примерно через 1 неделю у них начинают появляться характерные черно-белые отметины. А еще через некоторое время они начинают открывать глаза. В течение года малыши набирают вес до 45 килограммов, а уже взрослые панды могут достигать 150 килограммов веса. В дикой природе большая панда обычно живет около 20 лет, а в неволе до 30. Панды спокойны, но очень сильны. Немногие хищники отваживаются столкнуться с ними, но некоторые животные могут атаковать детенышей панды. Потенциальными врагами являются шакалы, снежные барсы и желтогорлые куницы. Когда-то большие панды были широко распространены в Южном и Восточном Китае, Вьетнаме и Мьянме. Однако сейчас их можно найти только на небольшой территории Центрального Китая. Сегодня в дикой природе живет менее 2000 панд, а это значит, что они больше не относятся к исчезающим видам животных. Это милое животное – настоящий символ Китая.
Сами китайцы называют его своим национальным достоянием. Изображение панды чеканят на золотых монетах, а само это животное ассоциируется с готовностью к дружбе и взаимопомощи всего китайского народа. Также Китай использует большую панду в рамках так называемой дипломатии панд. И с 1950-х годов дарит медведей различным дружественным странам в качестве дипломатических подарков. Панды очень важные животные в китайской культуре. Согласно китайской философии, Вселенная состоит из двух противоположных и взаимодополняющих сил – инь и ян. Панда является символом этой веры из-за контраста ее меха. Панды – самая популярная в мире икона охраны животных и символ Всемирного фонда дикой природы. Его основатели хотели поместить на эмблему красивое животное, которое любят многие и которое нужно охранять. А еще оно должно было быть черно-белым, чтобы экономить на печати. На вид панды беззаботны и веселы, но пусть вас не вводят в заблуждение их милые мордашки. Они могут быть такими же опасными, как и любой другой медведь. Так что если вам случится увидеть панду, лучше всего держаться подальше и любоваться этими пушистыми существами на расстоянии.